Катя долго смотрела на мужа, уплетающего пирог под большую кружку чая, потом не выдержала и спросила: «Ну как, вкусно?» «Очень, Катенька, очень. Это с чем? С малиной?» — уточнил Олег, не отрывая взгляд от своего ноутбука. «С клубникой», — укоризненно ответила Катя. Ее накрыла досада. Еще утром она нашла интересный рецепт, специально отправилась на рынок за свежей клубникой, купила новую силиконовую форму. «Олег, а можно хотя бы за ужином уделить немного внимания мне? Например, просто поболтать. В последнее время для тебя ничего, кроме работы, не существует». Конечно, она понимала, что муж устает на работе, но ей в последнее время так не хватало обычного, простого общения. Вот и с пирогом затеялась специально. Знала, как муж пироги любит, и хоть посидит с ней недолго, на кухне. Олег молча встал, отнес в мойку тарелку с кружкой и сказал: «Кать, ты ведь не первый год замужем, тем более сама экономист. Забыла уже, что такое полугодовой отчет?» Нет, за 2 года замужества Катя не забыла, что значит для предприятия отчеты. До встречи с Олегом она успешно трудилась, была у руководства на хорошем счету, но как-то все успевала делать в рабочее время, по крайней мере, не приносила домой толстые папки с бумагами. Но и не руководила собственной фирмой, как муж. На развитие бизнеса он потратил несколько лет. Дела сейчас идут превосходно. Особенно Олег гордится своим слаженным коллективом. Говорит всегда: «Мы команда». Но один член этой команды никак не дает Кате покоя. Молодая и симпатичная бухгалтерша Полина. Красивая, моложе ее и с обворожительной улыбкой. Нет, Катя тоже красивая и уверена, что Олег ее любит. Но эти его постоянные разговоры и переписки с Полиной не дают ей покоя. «Послушай, а с каких пор отчет делает лично директор? Вообще-то этим должна заниматься бухгалтер. Или она у вас умеет только глазки строить и мини-юбки носить?» «Катя, зачем ты так говоришь о человеке, которого совершенно не знаешь?» «Я ее видела, и мне этого достаточно». «Напрасно ты так. Полина – отличный бухгалтер. Отчетом мы занимаемся вместе и постоянно друг с другом на связи». В ту же минуту, словно в подтверждение его словам, Олегу на телефон пришло сообщение. Он прочитал и стал перебирать какие-то документы. Катя пошла мыть посуду, стараясь казаться равнодушной, но все же спросила: «Кто пишет?» «Полина. Но только ты не заводись. Поверь, любимая, это все по работе». «По работе? Общаются в рабочее время». «Успокойся, пожалуйста. Ты обиделась, что я не угадал, с чем пирог?» «Извини, родная, правда, голова уже не соображает. Было очень вкусно. Ладно, я в душ и отдыхать». Олег нежно обнял и поцеловал жену, но ее это не успокоило. Моя посуду, Катя не переставала думать о бухгалтерше. Она была не из тех, кто проверяет у мужа карманы и мобильный телефон. Всегда доверяла Олегу. Но когда несколько месяцев назад прежняя бухгалтер ушла на пенсию, а вместо нее взяли Полину, в сердце Кати поселилось тревожное ощущение. А когда Полина писала ему по вечерам, то это ощущение тревоги только усиливалось. Телефон мужа остался лежать на столе. Соблазн был велик. А что? Доверяй, но проверяй. Ну, подумаешь, загляну разок. Может, действительно переписка у них деловая. Подумала про себя Катя и как бы оправдывая свои действия. Убедившись, что в ванной льется вода, Катя дрожащими пальцами стала листать входящие сообщения. Но в переписке с Полиной все было стерто. Зачем Олег это сделал? Неужели я попала в банальную ситуацию, когда муж изменяет мне со своей сотрудницей? Теперь мысли в голове скакали с бешеной скоростью, а руки еще больше предательски тряслись.
вода в ванной перестала шуметь. Катя напрягла всю свою память, чтобы запомнить номер телефона этой злосчастной Полины, и вернула телефон мужа на прежнее место. «Кать, пойдем спать?» «Сейчас, иду». Она достала из ящика стола свой блокнот с рецептами и карандашом записала на последней странице цифры, которые только что запомнила. Муж сразу заснул, как младенец, а Катя еще долго лежала и вспоминала, как романтично он ей сделал предложение. Это был самый чудесный август в ее жизни. Они поехали в глухой поселок в Абхазии, чтобы остаться подальше от суеты, почти наедине с природой. В день отъезда пошли на море встречать рассвет. «Олег, вода потрясающе теплая, идем купаться». «Ох, ты у меня и водоплавающая, не вытянуть тебя из моря. Купайся, а я на берегу посижу. Такая тишина звенящая, наверное, как в раю». Катя очень долго плавала напоследок, а когда вышла на берег, то увидела выложенное галькой: «Кать, я тебя сильно люблю, выходи за меня замуж». Они забрали по одному камушку в качестве первой семейной реликвии, а через 3 месяца сыграли пышную свадьбу. Все было, как она мечтала в детстве. Красивое белое платье, жених в строгом костюме. Пусть это уже и не так модно, но ей хотелось именно так. Зал в ресторане, украшенный нежно-розовыми цветами, и они счастливые, танцующие вальс. Катя невольно улыбнулась. Именно танец она любила периодически пересматривать. Олег уговорил Катю бросить работу, а она и не очень-то сопротивлялась. Ей куда больше нравилось обустраивать их новую квартиру и встречать мужа горячим вкусным ужином. За ужином они много разговаривали, планировали то отпуск, то ремонт. Катя показывала, какую присмотрела мебель, или обсуждали, какую красивую скатерть купила для праздников. Неужели это все осталось в прошлом? Разве все могло закончиться вот так просто из-за нового бухгалтера? Утром Катя проводила Олега на работу и достала свой кулинарный блокнот. Открыв последнюю страницу, она почувствовала, что сердце заколотилось в бешеном ритме. Долго не решалась, но потом все-таки внесла номер Полины в свой телефон и набрала сообщение. «Здравствуйте, меня зовут Катя. Я жена Олега Александровича. Очень прошу вас, перестаньте его беспокоить в нерабочее время. Спасибо». Сделав глубокий вдох, Катя отправила сообщение и в ту же секунду об этом пожалела. «Боже мой, что я натворила!» Снизошла до вульгарных разборок. А если я ошиблась, и Полина действительно хороший бухгалтер и человек? Удалить. Все можно удалить везде, пока сообщение не прочитано. Это все она произнесла вслух в пустоту, и после того, как озвучила, испугалась еще больше. Только она открыла чат с Полиной, как пришел ответ. «Извини, дорогая, но Олег любит меня». У Кати было ощущение, что по ней только что проехался асфальтовый каток. Тем не менее, она в ярости написала: «Что за чушь? Мы с ним счастливы». Ответчица тоже не унималась. «Он тебя просто жалеет». Катя уселась на пол и разревелась. Вот и конец. Все действительно в прошлом. Она больше ничего не писала, никому не звонила, достала из холодильника начатую бутылку вина, налила себе бокал, притащила на кухню коробку, которую завела вскоре после свадьбы, и назвала «Наш семейный архив», и окунулась в прекрасное прошлое. Там была куча фотографий, открытки, которые они с мужем трепетно подписывали и дарили друг другу на все праздники, и 2 камушка с абхазского побережья. Что теперь делать? И как дальше жить? Может быть, лучше было бы и не знать? Выпив больше половины бутылки вина, Катя добралась до дивана и уснула. Тем более, что ночью тревожные мысли так и не дали ей нормально выспаться. Все ранее запланированные дела уже не имели никакого смысла.
Да и вино сделало свое дело. После него ей всегда хотелось спать, если выпьет больше одного бокала. Уже под вечер ее разбудил звонок мужа. «Катенька, мне придется задержаться на работе, но сегодня мы уже покончим с отчетом. Не обижайся, родная». Как у него еще совести хватает произносить такие слова? «Катенька, родная». После нескольких часов сна действие спиртного улетучилось. Катя приняла прохладный душ, привела себя в порядок и поехала к Олегу на работу. Решила поймать его с Полиной на горячем. И пусть будет, что будет. Но, войдя в кабинет мужа, она увидела совсем не ту картину, которую мысленно себе представляла. Олег сидел в своем директорском кресле, перед ним его заместитель Михаил и бухгалтер Полина. На столе куча документов, все оживленно беседовали. «Кать, какой сюрприз! Ты заскучала и не дождалась меня дома? Присядь, подожди, еще буквально 5 минут, и мы расходимся. Кстати, девочки, познакомьтесь, это моя жена Катя, а это наш бухгалтер Полина». «Да мы, кажется, уже знакомы, заочно», — сказала Катя и села на стул в конце длинного стола. «Рада знакомству, очень приятно», — с искренней улыбкой ответила Полина. «Какая наглость вести себя со мной так наигранно. Но ничего, сейчас вы закончите и разберемся». При этом Катя отметила, что Полина действительно производит впечатление хорошего и даже порядочного человека. Коллеги принялись что-то бурно обсуждать по работе, а у Кати в этот момент на телефон пришло сообщение. Посмотрев, она обомлела. Второй раз за сегодняшний день по ней снова проехались асфальтовым катком. Там было написано: «Мужа домой не жди, он останется ночевать у меня». Катя залилась краской, она ведь отчетливо видела, что телефон Полины лежал на столе перед ней, и та его в руки не брала, ничего не писала. Судорожно соображая, Катя набрала злосчастный номер и позвонила, но телефон Полины молчал. «О боже, с кем же я тогда переписывалась сегодня?» Пронеслось у нее в голове, она сбросила звонок и удалила контакт. В этот момент Полина с Михаилом стали уходить. Катя осталась с мужем наедине. «Кать, мне кажется, у Михаила с бухгалтершей роман. Как они тебе? По-моему, очень красивая пара». «Олег, прости меня». «За что?» «За недоверие. Ты приехала меня проверить? Если бы только это. Ты не представляешь, что я сегодня натворила». И она обо всем рассказала мужу. Оказалось, что в середине номера она перепутала местами 2 цифры, а кто-то на другом конце провода решил ее разыграть. «Да, любимая, наверное, какой-то шутник вдоволь покуражился, переписываясь с тобой. Но почему ты все удалял из переписки с Полиной? А ты прям не понимаешь. Там же обсуждение важного отчета. А если б мой телефон или Полины как-то попал к конкурентам? Вот мы и договорились рабочие сообщения удалять после ответа. А просто так мы не переписываемся». А вот об этом я и не подумала. Эх, дура, но никто ж про хорошее в такие моменты не думает. Тут же успокоила она сама себя, а вслух сказала: «Олег, я ничего на ужин не приготовила». «Ну, тогда поедем ужинать в ресторан. Тем более повод есть, с отчетом покончено. Может, и Михаила с Полиной позовем, если они еще не убежали». Вечер в ресторане получился замечательный. Только Катя поначалу стеснялась общаться с ничего не подозревающей Полиной. На следующее утро, как обычно, накормив мужа завтраком и проводив на работу, Катя решила затеяться с пирожками и достала свой кулинарный блокнот. Открыв последнюю страничку, она усмехнулась, вырвала ее и отправила неправильно записанный телефонный номер в коробку с архивом, ведь это
Тоже часть их семейной истории, пусть и не самая приятная. А через полгода они гуляли на свадьбе Михаила и Полины в роли свидетелей. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.